Добрый день, уважаемые коллеги. Приятно здесь у вас присутствовать. Приятно в том смысле, что, собственно говоря, где, как не на местах, не у вас, собственно говоря, те проблемы, которые были в докладах обозначены, самые осязаемые, и, собственно говоря, решать эти вызовы и признано федеральное законодательство, в том числе оно настроено на помощь в решении этих вопросов. Поэтому, собственно говоря, наше сегодняшнее общение, оно обогатит нас всех взаимно, а мы со своей точки зрения будем результаты всех наших общений использовать для корректировки федерального законодательства, чтобы его применять стало вам проще и, самое главное, оно несло вам пользу. В этом смысле первые 4 докладчика достаточно ярко рассказали о тех проблемах, которые существуют в отрасли. Я их не буду повторять, потому что они характерны на самом деле для всей страны. Отрасль теплоснабжения в целом по стране балансирует на грани безубыточности и убыточности всей страны. Объем инвестиционного потенциала в отрасли составляет порядка 3% от выручки, то есть это можно назвать погрешностью счета. И в этом смысле компенсация вопросов развития происходит в подавляющем большинстве случаев за счет бюджетной системы. Все прекрасно понимают, что последний ряд лет бюджетная система не может нести на себе большой объем нагрузки на развитие инфраструктуры. Для этого, собственно говоря, есть частный бизнес, который призван решать эти вопросы. Соответственно, поиск компромиссов, как привлечь инвестора и как от этого получить выгоду регионам, муниципалитетам, собственно говоря, и разрабатывался законопроект, он готовился долго. Его публичное обсуждение началось в 2013 году, принят он был в 2017 году. Площадок, на которых он обсуждался, было много, и, собственно говоря, они продолжаются. И наша сегодняшняя встреча – это продолжение обсуждения предложенной модели. Два ключевых аспекта, которые в нашем понимании позволят решить те вызовы, которые стоят перед отраслью. Первое – это то, что реализация модели, которая сама по себе является долгосрочной, то есть все принципы, заложенные в модель, они носят длительный характер, то есть нет там такого, что на год, на 2, на 3, это долгосрочная модель, и все те действия, которые в рамках реализации предложенной модели предполагаются к осуществлению, они должны быть зафиксированы в публичном документе, так называемое соглашение о реализации новой модели, которое будет подписывать единая теплоснабжающая организация и орган местного самоуправления. Дальше это соглашение должно быть акцептовано, параметры его, значит, которые будут описывать переход к новой модели высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. И последний акцент о переходе на новую модель осуществляется правительство Российской Федерации. То есть в этом смысле мало того, что, скажем так, много проверочных работ перед началом реализации этой модели, но все-таки принципиально важно, что в этом соглашении должны быть описаны все те предложения, которые бизнес в будущем возьмет на себя обязательство реализовать, и не просто реализовать мероприятие, а достичь те параметры функционирования системы теплоснабжения, которые также должны быть отражены в соглашении. Вот вы говорите, надежность поставки топлива, да, прописано в соглашении. Отсутствие перерывов летнего горячего водоснабжения, прописано в соглашении. Снижение аварийности, повреждаемости на объектах системы теплоснабжения. Вот это все прописывается в соглашении, и самое главное, что за реализацию мероприятий, достижения параметров, прописанных в соглашении, бизнес будет нести, может, мы даже немножко перестарались законодательство, но двойную ответственность, гражданско-правовую в виде финансового обеспечения реализации соглашения и административную в виде санкций по кодексу об административных правонарушениях. То есть в этом смысле как бы предложен механизм, в соответствии с которым
бизнес в долгую понимает правила игры и готов будет производить инвестиции в улучшение функционирования системы постановления. С другой стороны, власть получает гарантии, вытекающие из соглашения с соответствующими обязательствами и ответственностью бизнеса. Также я бы отметил, наверное, еще два момента в этом смысле, которые заложены в законопроект, которые способствуют реализации предложенной модели. Такие как то, что вопросы ценообразования становятся максимально открытыми. Не знаю, в ходе общения мало кто на это обращает внимание, но я уже коллегам сказал в кулуарах. Например, принятие решения о предельном уровне цены по методике альтернативной котельной сопровождается предварительным общественным обсуждением. То есть кто-то хотя бы раз где-то слышал, чтобы цены публично обсуждались перед их принятием. Значит, будет полностью раскрываться состав регуляторного решения, проводиться общественное обсуждение, все замечания, пожелания, которые к расчету опубликованному будут поступать в органы регулирования, должны будут быть рассмотрены при принятии окончательного решения. Такая процедура в лоб записана в законе, соответственно, и я подчеркиваю, что такого никогда раньше не было. Значит, это первая особенность. Да, ну и тут же надо отметить, что те изменения регуляторных правил регуляторных, которые в законопроекте заложены, они, ну скажем так, в них достаточно много также предусмотрено инструментов, важных инструментов, минимизирующие возможные негативные последствия. Собственно говоря, они заложены на то, чтобы не было никаких негативных последствий, о которых было сказано, по доступности тарифов. И я их перечислю, что, например, переход от текущего правила регулирования тарифов к новому уровню ценообразования может достигать в соответствии с законом за 10 лет. То есть это не делается одномоментно, дискретно, никакой шоковой терапии не предполагается. Более того, мы сейчас в проекте постановления правительства Российской Федерации о правилах утверждения графика перехода написали, что для отдельных случаев такой переходный период может быть продлен до 20 лет. То есть мы работаем над тем, чтобы не было никаких потрясений с точки зрения ценового регулирования. Более того, к этому графику переходному также еще предложено и в законе закреплено два дополнительных инструмента, еще более смягчающих данный вопрос. Первое – это так называемый коэффициент к предельному уровню цены, который прописывается в соглашении между ИТО и муниципалитетом. И этот коэффициент еще понижает по соглашению участников предельный уровень относительно того расчетного, который будет по правилам, утвержденным правительством Российской Федерации, формироваться. И дополнительно еще третий элемент также прописан в законе, что единая теплоснабжающая организация может на себя взять обязательство дать добровольную скидку к утвержденному уровню цены. И как бы это ни парадоксально звучало, но мы знаем, где такие скидки будут предоставляться. То есть это не просто выдуманная история, это результат, как я уже сказал, того 4-летнего обсуждения законопроекта, на котором бизнес, потребители, общественность, эксперты, депутаты Государственной Думы Совета Федерации очень активно принимали участие в доработке законопроекта. Это, собственно говоря, результат общественного обсуждения законопроекта, который такой инструмент был предложен, и он зафиксирован в законе. И теперь, кроме того, что я сказал,
соглашения, ответственность ЕТО, правила ценового регулирования, не допускающие значит, шокотерапии. Еще одна важная особенность, которая заложена в законе и которая нам сдается выгодна с точки зрения местного сообщества. По правилам новой модели рынка тепловой энергии единая теплоснабжающая организация, которая отвечает перед потребителями за параметры качества и надежности, будет компенсировать конечному потребителю нарушение параметров этого качества и надежности. То есть, если будет недопоставка относительно договорных критериев, сниженная температура, перерывы в теплоснабжении, значит, иные параметры нарушены, то единая теплоснабжающая организация будет, кроме недовыручки, она меньше поставила, меньше получилось, казалось бы, вот потеряла упущенную выгоду, значит, получила. Так она сверх этого дополнительно еще заплатит компенсацию конечному потребителю за нарушение договорных условий. Это тоже норма в законе заложена, тем самым бизнес будет ориентирован на то, чтобы полностью удовлетворять своего потребителя, любимого потребителя, значит, качественными договорными параметрами теплоснабжения. Собственно говоря, вот, да, последнее я еще добавлю, чтобы уж там, значит, кроме ответственности по соглашению, которое я уже сказал, дополнительно в закон введены специальные нормы антимонопольного контроля за деятельностью единой теплоснабжающей организации, которых раньше не было. Тем самым у нас появляется еще один важный игрок на рынке теплоснабжения. Это антимонопольная служба, которая будет смотреть за тем, чтобы бизнес не злоупотреблял своим доминирующим положением в отношении потребителей. Знаете прекрасно, что штрафы за нарушение антимонопольного законодательства весьма и весьма существенны, когда будут применяться, если будут применяться оборотные штрафы. И вот здесь тем самым предложен в итоге такой механизм баланса интересов, когда ответственность перед местной властью, перед потребителями со стороны ЕТО прописана четко, однозначно, достаточно полно. В ответ бизнес получает долгосрочные правила игры, под которые он готов будет в длинную заходить, инвестировать и улучшать функционирование систем теплоснабжения. Спасибо большое. Да, и последнее, что вся эта конструкция, коллеги, я извиняюсь, что подробно, считаю это важно донести до вас, она работает исключительно на добровольной основе. Если вы решите применять эту систему, то она будет работать. Если захотите жить по старинке, а результат работы по старинке только что 4 предыдущих докладчика озвучили, будете работать по старинке дальше. Выбор за вами.